Юль, ну что такое в этот раз? Ну куда? В Вологду, конечно. Ну все, погнать. Смотрите, какой живописнейший самолет. Я считаю, что уникальный, ажурный, подчеркивающий душу русского севера. Сейчас посмотрим, как туда заходить. Наверное, с кормы пойдем. Давай. Как уютненько-то у них сделано здесь. Ой, посадочная суета, ну что делать? Так, 3D. Так, 3D, АБ, Д. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою от Вологодского авиапредприятия. Друзья, вот что я могу сказать? Самолет исключительный. Я так понимаю, он отреставрированный. Все в велюре. Даже есть крючочки для одежды. Вот такие вот шторочки. Здесь еще представлены вот такие журналы. Со всем, о чем я хочу вам рассказать. И вы можете заранее подготовиться. Приятно провести 1,5 часа. Предвкушать знакомство с душой русского севера, прекрасным городом Вологда. Друзья, полет прошел отлично, шикарный самолет. Всем рекомендую в Вологду добираться именно таким путем. Я жалею, что я все время ездила на поезде, тем более, что здесь есть... Знаете, кто здесь есть? Не надо, пожалуйста. Именно это и надо. Я уже бабушка Здесь- авиации. Здесь есть стюардесса по имени Жанна. Кто бы мог подумать, что именно на этом рейсе. Жан, спасибо большое. Полет прошел отлично. Душевно, замечательно. Прям, До свидания. если что, здесь можно прилечь будет, да? Ну, при желании все можно. Все можно организовать. Спасибо большое. Здравствуйте, спасибо большое. Приятно прилететь в Вологду на таком чудесном самолете. Еще говорят, очень крутой здесь аэродром. А вот посмотри, сейчас как раз видно. Вот это вот красная птица Як-40. Так, ну и посмотрим, как сделали аэропорт. Ну, классно сделали, посмотрите, вот Вологодские авиалинии, летайте с комфортом. Путешествуйте с каналом «Путешествуй вкусно», путешествуйте с нами. Первая операторская работа. Посмотрите на нашего прекрасного оператора Максим. Привет, друзья. Если будет криво, не серчайте, это реально мой первый. Нормально, нормально. Вот буфетик тут есть. Прекрасно, я здесь попью кофейка. Ну и, конечно, как водится, вологодское кружево. Хочется выразить благодарность всем, кто... Сейчас прям плакать начинаю опять. Короче, кто с любовью относится к местам, где живет. Посмотрите, ну это получается аэропорт-музей. Регистрация на рейс в старом формате. Когда еще, наверное, билеты были не именные. По прилету можно сразу ознакомиться, что же вас ждет в Вологодской области, не только в Вологде. Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Белозерск, Череповец, Вытегра. Даже я могу ошибаться в названиях. Здесь очень много прикольных названий, которые несут с собой финно-угорские следы. Посмотри, телефонные будки. Да, чё как летает? Летает Внуково, то есть в Москву. Я целый год, как дурочка, ездила на поезде. Это, конечно, тоже отчасти прикольно, блин. Ну вот можно было прекрасно летать на Як-40. В Питер летает и летает Великий Устюг. Короче, ребят, я вам рекомендую на самолете. И тариф-то в основном 5-500. Ну, вот из Москвы 6, по-моему. Ладно, мы поехали заселяться. А вы оставайтесь. Смотрите, что им дальше покажем. Ну что, друзья, я в Вологде в роскошном отеле «Гарда». В ресторане «Либерия». Буду наконец-то пробовать. Может быть, они настоящие, может быть, не настоящие вологодские серые щи. Вот так вот они выглядят. Вижу, что уже много картошки, мяса, сметану обязательно. С петрушечным маслом. Ну что, попробуем их хлеб с вологодским маслом и с трюфельным. То есть немножечко иностранщины, бесовщины в виде трюфеля добавить знаменитое вологодское масло. Бесподобно. Хлеб
Это Урал. Масло, трюфель, брусничный морс, ваше здоровье. А теперь заценим щишечки. Они называются по-череповецки. Интересный вкус. Они прям не кислые. Мне не хватает соли. Но очень сытные и насыщенные. Я увлеклась здесь, значит, этим блюдом, вологодскими серыми щами. И они готовятся из крошева. Крошево готовят из верхних грубых, серых, темно-зеленых листьев капусты. Они их крошат осенью. Ну, также квасят, ферментизируют. И потом вот из этого варится щи. Немножко отличается. Но, наверное, в этом и есть всякие региональные особенности. Стоит 430 рублей. Вот. Здесь очень много мяса. И прям, знаете, этого блюда достаточно, чтобы убраться по еде капитально. Ничего лишнего здесь нет. Никакой специи. Только картошка, морковка, капуста, свинина и сметана. А я перчика добавлю. Мне надо допы. Приезжайте в Волгу. Понимаю, что город очень красивый и замечательный. И я вам о нем еще расскажу. Здесь вот такой вот пол. Там видны разные исторические артефакты. То есть это древняя кладка. Все, что находилось при реставрации этого здания. То есть это прям 810 года гравюра. Вот тут все предметы у вас. Какие у вас батареи-то шикарные. Батареи, да, тоже специально под нас изготавливались. Да, очень круто. Спасибо. В общем, видите, как дизайнерский бутик-отель, я так могла бы сказать. Очень сделан богато с точки зрения материалов. Оригинал гравюры, 815 год. Это тоже такой открыл прекрасный отель. Вологодский меценат. Человек, который занимается лесом, лесопиломатериалами. Имени, к сожалению, я пока его не выяснила. Я в восторге. Ну что, заходим в номерочек, смотрим, как же здесь в номере. Номер у меня самый дешевый. Вот это вот, конечно, смотрите, какие стены. И все это сохранено. Какие подоконники. Все в убранстве с лепниной. Ну, в номере холодильник, телевизор, огромное зеркало. Гладильная доска есть. Сейф, тапочки, халат. Вот даже бокальчики есть. Посмотрите, как они миленько здесь встроены. Так, посмотрим, как у нас устроен санузел. О, заходишь, сразу музыка играет. Слушайте. И вот сразу говорят тут. Хороший халат. Ну все, прекрасно, восхитительный отель. Друзья, Яндекс путешествия, бронируйте по ссылке и изучайте русский север. Друзья, вы знаете, помимо там внешних каких-то городских строений, окрестностей, есть еще совершенно уникальные места, которые, не погрузившись в местность, в регион, ты можешь не знать. И вот, будучи летом, беря экскурсию у Елены Волковой, прекрасной, у краеведа и очень интересного человека, я узнала, что всеми нам известный господин Гелеровский, который особенно знают и любят москвичи, оказывается родом из этих мест. И вот сегодня, 8 декабря, его день рождения, и так получилось, что я вновь оказалась в Вологде. Сейчас Елена расскажет про место, которое посвящено этому великому человеку, нашему соотечественнику, ну и земляку вологодских жителей. Елен, вообще, в прошлый раз вы рассказывали, что Вологда и Вологодская земля – это родина очень многих знаменитых, известных людей, русских, российских, в том числе наших современников. Кто эти люди?
Даже можно начать, знаете, с первого дипломата российского. Это вологодский дьячок Иосиф Непея, которого Иван Грозный вот отсюда, из Вологды, послал в Англию. Ну, как известно, Иван Грозный, по одной из легенд, мечтал даже чуть ли не жениться на королеве Елизавете, которая сказала: нет, я замужем за Англией. Это которая такая была рыжеволосая бестия. Бестия. Белила такое лицо, мода такая была. Так вот, Иосиф Непея, наш вологодский дьячок, первый российский дипломат, превозмогая там какие-то кораблекрушения, он таки добрался до Англии, потом вернулся обратно, рассказал там, что вот давайте, вот вы по морю идете, вот в устье Двины вы заходите, а там совсем немного, и уже Вологда, там вас ждут. И вот так вот состоялось, собственно говоря, вот такие дипломатические завязались Это первый. взаимоотношения. А кто еще у нас? Ну, давайте уж поближе-то сюда, поближе 20 век дал нам, ну, и Варлам Шаламов, я забыл погоду детства, теплый ветер, мягкий снег, на земле, пожалуй, средства возвратить мне детства нет. Композитор Валерий Александрович Гаврилин, Тарантелла, балет Анюта, та-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да, и так далее. Все, конечно, напевают эту Тарантеллу. Маршал Конев, памятник нам, у нас стоит ему. Павел Иванович Беляев, космонавт номер 10, 65-й год, первый выход человека в космос, Павел Беляев, командир корабля. Поэт Николай Михайлович Рубцов. Выпал снег, и все забылось, чем душа была полна, сердце проще вдруг забилось, будто выпил я вина. И так далее, и так далее. У Шаламова такая перефразированная мной выражение есть, перефразированное. Не было в истории России сколь-нибудь известного общественного или политического деятеля, кто бы не родился в Вологде, не жил в ней или хотя бы не отмечался в местном полицейском участке. Да-да-да. Сколько людей знаменитых здесь побывало? Если вы поедете в Кириллов, то по этой Кирилловской дороге непрерывно стоят баннеры. Перхурьева, родина Валерия Гаврилина, там Ерунова, родина летчика-истребителя Клубова, Сяма, родина Владимира Алексеевича Гелеровского, короля репортеров, как его называли. Ну и если говорить о вот гении нашего места, Владимир Алексеевич, конечно, человек, который, жизни которого хватит на 10 сериалов. Бурлак, пожарный, объездчик лошадей, военный, артист, журналист, топ псевдонимов. Одна театральная крыса чего стоит? Театральная крыса, так он подписывал свои рецензии. Заезжий корнет. Но самый популярный псевдоним — это, конечно, дядя Гиляй. Образованная от фамилии слова. Гиля дефисы. Дефис отпадает, получается Гиляй. Дядя примыкает, ну потому что, ну не тетя же он. А тут уже вся Москва его знала. И Куприн Александр Иванович говорил ему, что ты пуп Москвы. Без тебя невозможно представить Москву, как без царя Пушки или без царя Колокола. И Антон Павлович Чехов, с которым он с юности был знаком. И брат его Михаил Чехов, который оставил такие ироничные воспоминания о том, как он увидел первый раз Гелеровского, который сразу со всеми перешел на «ты», сразу всем дал потрогать свои мышцы, сразу показал несколько карточных фокусов, согнул монетки, рассказал 2-3 опасных анекдота и ушел, оставив по себе самое благоприятное впечатление. Вот А он был вот такой человек. шалун, да? Он и шалун, он человек широкой души, он и остроумец, он и человек, который помогал всем своим друзьям. Он человек, который побеждал во всех поэтических конкурсах. Не потому, что много знал стихов, а потому, что То мог... есть, если в нашей современности сочинить. его пригласить на какой-нибудь батл-поединок, он бы Все легли. Просто все легли и с удовольствием за ним наблюдают. Феде Шаляпину, не Федору Ивановичу Шаляпину, там, С таким артисту, вот, да, а просто Феденька он его назвал. Значит, они там собрались, видимо, там ждали его, а он все не шел. И он написал такой изящный мадригал. «Тебя с пельменями мы ждали и ждем напрасно до сих пор. Поели, малость выпивали и говорили милый вздор. И дальше я скажу, не труся, не удивляйся ничему. Решил, как подали нам гуся, что не товарищ ты ему». Ну, известная фраза «Кусь, свинье не товарищ». Нет, чтобы обозвать: «Федя, какая же ты свинья, что ж ты не идешь, мы тебя ждем». А тут вот решил, как подали нам... Утонченно. Ну так, Владимир родился в деревне Сяма. Видимо, Да, вот в этом доме. Ни в коем случае. Нет? Сямская волость, деревня Горко-Покровская, это 70 километров от Вологды. В детском возрасте он переезжает в Вологду. Дом его детства, он вообще не сохранился. До последнего держался дом его отца. Вот здесь, вот в 200 метрах от нашего дома. На
на улице Чернышевского, 26. Вот на нем даже видна мемориальная Мгм. доска. Вот у нас даже макетик такой. да, сделали? Да, нам сделали. Сюда он приезжал сюда несколько раз, навещал своего отца, потом после смерти отца он его продал. То есть детские годы его и гимназические годы до 15 лет прошли вот здесь, вот в этом Заречье. А у них Вологодском. состоятельная семья была? Как сказать, ну, они не бедствовали, потому что папенька-то был сначала помощником управляющего лесным имением графа Алсуфьева, а потом пошел по полицейскому ведомству. То есть это Сначала был эровцы и дальше чиновник. госслужащие. Значит, у него в табеле успеваемости, такой плохой его успеваемости написано «обер-офицерский сын». Маменька, естественно, занималась домашним хозяйством. Больше того, вот у нас архивисты подвиг, я считаю, совершили. Я всегда считала, что он один ребенок в семье. Архивисты зарылись в метрические книги вот этой Сиамской Покровской церкви и откопали еще несколько детей, которые были рождены его маменькой Надеждой Петровной, но, к сожалению, умерли во младенчестве. А он вот такой вот один вот выжил. Это вот счастье, конечно. Ну и вот этот дом, к сожалению, тоже не сохранился, он был снесен, а наш дом стоит, ну вот в этих детских его местах. Ну и поскольку это литературная резиденция, то обязательно какое-то имя должно было быть у этого дома. Появилась эта резиденция в год литературы в 2015 году, это был год 160-летия Гелеровского, поэтому, конечно, дядя Геляй просто сразу у нас возник и помогает нам уже 10 лет. А этот год мы уже встречаем год 170-летия Гелеровского. То есть мы еще и на юбилей попали. Вы попали вообще на юбилей, попали. Причем, значит, у Гелеровского все непросто. Так вот гладко у него ничего никогда не было. Все вот как-то вот с какими-то вывертами, начиная с даты рождения. Дело в том, что вот, например, на его памятнике, который вытесан из куска метеорита на Новодевичьем кладбище в Москве, дата его рождения значится 1853. У нас в документах и выписка из метрической книги, и вот его документы написан год рождения 1855. Вот кому верить? Архивисты говорят, мы верим документам. 26 ноября это по старому стилю, соответственно, 8 декабря сегодняшний день по новому стилю. И 53 и 55 находят свое подтверждение. Слушайте, ну вот многие великие люди учились на тройке. Причем, судя по Мне аттестату. очень нравится, да, что здесь написано «успехи», чтобы вы не сомневались, это действительно успехи. Да, действительно, двойки, тройки, единицы, есть и пятерки, по-французскому у него была пятерка. Гуманитарные предметы ему лучше давались. Соответственно, если человек получал отрицательную оценку, то он должен был эти оценки пересдавать. В первом классе остался на второй год, потом в 15 лет не сдал экзамены. И вот тогда он уже бежит из дома, и начинаются его скитания. Вообще все символично в этой истории. Дело в том, что вот улица, на которой стоял дом его отца, раньше называлась Большая Архангельская. Сейчас эта улица носит имя писателя-народника Чернышевского, который в нашем городе никогда не был, но улица у нас такая есть. Ну, у нас много в России, Конечно. в российских городах. Конечно. Обязательно улица Ленина, улица Горького, Чехова. Пушкина, Лермонтова, да, никто не бывал, но вот и Гоголь у нас тут есть. Так вот, юному Володе Гелеровскому, ну, такая семейная легенда, ему подарили книгу Чернышевского «Что делать?», которой якобы он увлекся и в 15 лет, значит, ушел в мои скитания. Улица Чернышевского. В зрелые годы он стал таким гоголеведом. Он написал книгу «На родине Гоголя». И вот улица Калашная, на которой стоял дом его детства, сейчас называется улица Гоголя. Ну, все закольцовывается И абсолютно. все какие-то знаки. Все какие-то знаки судьбы. Это роскошная выставка, на которой представлено более 100 документов, сделана архивистами нашего Вологодского государственного архива. Пришлось очень сильно покопаться, причем как прежнему поколению, которое сделало действительно открытие в 2003 году, когда 150-летие его было, вот как раз и откопали эту дату 1855, так и нынешними архивистами, которые дополнили вот эти уже имеющиеся сведения сведениями о родословии Гелеровских. Вот все спрашивают, что это за фамилия такая Гелеровский? Поляк, что ли? Опять-таки, семейная легенда гласила, все его родственники по мужской линии были священниками. И раньше фамилии не было, назывался ребенок по имени отца. Петр был, то, соответственно, Иван Петров. То есть его дед назывался Иван Петров. И все они это были священниками, все вот в Кирилловском нынешнем районе. Сын Ивана Петрова Алексей Иванов, сын, соответственно, поступая в духовное училище, должен был принять какую-то фамилию, ему должны были назначить. Он такой приходит веселый, его братья приходят веселые, и на них настоятель смотрит и говорит, что же вы такие веселые, будете у меня Веселовские. А потом смотрит, в списках, оказывается, уже Веселовские есть. И думает, какую же фамилию-то им придумать? Фамилия должна была быть, не по имени отца. Тут приходит в голову латинское слово «гелярис», веселый,
И так они становятся Гелярис Гелеровские. Такая интересная история. Да, совершенно верно. Есть вторая версия, что вот Геляй это была такая кличка, означающая беглец, такой скиталец, что-то разбойник, что-то такое вот. Человека такого неприкаянного, бесприютного, но при этом с твердым стержнем. И как будто бы эта кличка уже была. То есть мало того, что он Иван Петров, а он еще может быть и Геляй. Но это, мне кажется, версия скорее более поэтическая. Наш Владимир Алексеевич – это второй Гелеровский в роду. Папенька его, Алексей Иванович, это первый Гелеровский. Так что никакие не поляки и никакие другие национальности. Все они священники, все с простыми фамилиями там. И с корнями. И с корнями. Здесь у нас глубоко этой земли уроженцы. в Кирилловской волости. Из редких документов вот эта фотография из одного из зарубежных архивов. Не видели мы такой фотографии. Ну, здесь узнаваемый, конечно, наш дядя Геляй. В середине он сидит. Это на даче в Рузаевке. Ну, он уже такой взрослый, да? Ну, конечно. Здесь он уже зрелый. Вот эта женщина, которая отвернула голову от фотографа, муха, наверное, какая-то. Это, скорее всего, Надежда Владимировна. Вот ее ниже портрет. Это дочка. Замечательная женщина, очень талантливая. Она и переводчик, и поэт. Посвятила свою жизнь вот таким гуманитарным наукам. Ну, а это картина художника Белых. Чехов, Левитан и другие в гостях у Гелеровского в Столешниковом переулке. Обратите внимание, даже не столько она, ну, Гелеровский угадывается, вот этот вот по центру сидит такой, чуть-чуть он лысенький такой, здесь беспривычный нам папахи. Рядом с ним, конечно же, Чехов, на переднем плане Левитан. Обратите внимание на стену. Вся стена завешена картинами, какими-то там эстампами, какими-то фотографиями. Вот мы традиции чеховского Столешникового переулка перенесли в наш дом. У нас нет ни одного живого места, чтобы что-то здесь не висело. Был обретен архив Гелеровского совершенно случайно. Ну, как архив. В одном из букинистических магазинов были обнаружены документы просто скрученные. Там какие-то записочки, визитки, просто письма какие-то. Вот этот архив, там более 1000 документов. То есть он, вероятно, кто-то, может быть, хранил его и отнес этим букинистам. Сейчас он находится на исследовании в музее Москвы. Занимается его идентификацией, анализом. А это все копии, да? Вот. Это, конечно. Но они с вами делятся. Делятся, Музей Москвы делится с нашим государственным архивом. И в нашем государственном архиве еще есть что поискать, говорят наши архивисты. Вот, видите, не затевались тем, чтобы копать глубже, а были ли братья и сестры, допустим. Да, вот покопали, нашли, что Надежда-то Петровна была многодетной бы матерью. Вот она рано ушла из жизни. Кстати говоря, она умерла в день его рождения. 26 ноября, да, по старому стилю. Тоже все. Когда ему было 8 лет, да. Из интересного «Будильник», газета, в которой, собственно говоря, сотрудничал с которой Владимир Алексеевич Гелеровский, в которой он познакомился с Антоном Павловичем Чеховым. Они оба были молоды. Гелеровский поэт, сказал он, протягивая руку Чехову. У них дружба такая сохранилась на всю жизнь. В квартире Гелеровского в Столешниковом переулке был диванчик, на котором Чехов любил отдыхать после обеда. И одна из наших... Но они там, наверное, принимали еще заодно. Да уж не без этого. Не без этого. Но не это главное было. Ведь, Господи ты, Боже мой, если это помогает как-то дружескому веселью, а не приводит к какому-то печальному итогу. Да, больше того, если говорить вот об этой стороне, то он же очень опекал художника Саврасова. Грачи прилетели-то. Который, вот, к сожалению, страдал вот этим недугом, да. И он его где-то там находил в совершенно непотребном состоянии. Он приводил его к себе в Столешников переулок, там мыл, давал ему отдохнуть, кормил, переодевал в чистую одежду. В общем, рехабил. Да, давал ему с собой горсточку какой-то копеечек, мелочи, да, потому что нельзя было давать много денег. Ну, как мог. Больше ничего он не мог с ним сделать. А есть ли что-то в кинематографе про Владимира Гелеровского? Никто не снял ни фильм, ни сериал? Не, ну почему? Вот из последнего это «Хитровка. Знак 4», где актер Пореченков, очень колоритный такой, действительно, и атмосфера создана, женщины красивые, бриллианты блещут. Но там чуть-чуть сюжет какой-то придуманный, фантазийный, очень увлекательный, конечно. Вообще фильм очень атмосферный, красивый. Я так думаю, что что-то такое могло происходить у него в судьбе, хотя вот если смотреть какие-то биографические или его художественные произведения, мы такого там не находим. Вот это недавний фильм, смотрится с интересом. А так я вот ничего такого не припомню. Причем он же был невысокого роста, но настолько коренастый, крепкий,
настолько сильный, кочергу завязывал. Слушайте, ну, узелком. он, наверное, и ходок был еще, и в очереди за ним стояли. В его воспоминаниях фигурирует жена, естественно, но до этого только артистка Гаевская. И то так, что он ее, о ней рассказывает, как очень дружески, что вот я ее друг, она моя подруга. Ему времени не хватало. Женщины, они требуют времени, если мы об этом Мгм. говорим. Понятно. А То есть он или воюет, или по хитровому рынку Станиславского водит, или скачет в какие-то степи, чтобы собрать материалы про Гоголя, или бегает между пожаром и какой-то и ходынкой. Он там был единственным репортером и написал. И кукуйская катастрофа тут же. Ну, когда тут заниматься-то этим? А так у него крепкая семья, Мария Ильинична, дочка Надежда, был еще мальчик, но мальчик тоже умер в раннем детском возрасте. остались наследники. Ну, это такой достаточно сложный вопрос. Да, в квартире в Столешниковом переулке живут люди, которые были близки этой семье. То есть это квартира жилая по-прежнему, а в самом Столешниковом у Надежды Владимировны был ребенок, но тоже вот умер во младенческом возрасте, то есть это внук его. Мгм. Вот такая, то есть он вот какой-то, видите, То есть род не продлился. пробился, да, из вот этой многочисленной семьи, рожденных там братьев и сестер. Такая печальная история. Но он оставил уже литературное наследие. Вот именно, да. Скажи, какой ты след оставишь. Вот сегодня я была в Березняковской библиотеке, это в 1 километре от Сямы. Там подводились итоги конкурса среди школьников. «Учимся у Гелеровского» называлось. И при нас сняли старую вывеску, где просто было написано «Березняковская библиотека», и водрузили новую, значит, «Березняковская библиотека имени Гелеровского». Вот еще одним гелеровским местом в тех гелеровских местах стало больше. На вопрос, современен ли Гелеровский, мы даем абсолютно положительный ответ, что да. Вот его 90 лет уже нет с нами. Этот год еще и юбилейный, так сказать, в кавычках, со дня его ухода. Он 1 октября 1935 года ушел из жизни. А книги его издаются, люди вокруг него объединяются, научно-практические конференции проходят, выставки открываются, школьники подтягиваются. У Гелеровского учатся его журналистскому мастерству. Это ли не вклад вообще, это ли не работа для страны, для людей, для общества, Для будущих космоса, поколений. Для будущих поколений. И, конечно, такие люди, их очень мало, и слава богу, не должно быть столько много людей, потому что, мы, иначе бы мы тут все искрили бы своими талантами. Ну, мы так сейчас и делаем, в принципе. Это харизматичные люди, это люди-звезды, за которыми идут, с которых берут пример, учатся у них и пытаются, может быть, свою судьбу построить так же. Да, это понятно, что это копия. Мгм. Оригинал сейчас у нас на другой выставке экспонент. Русь истомилась в неволе, в рабстве Орды Золотой. На Куликовское поле едет Дмитрий Донской. Книга была иллюстрирована картинами известных русских художников. Друзья, мои большие рекомендации – обязательно съездить в фирменный магазин при Вологодском молочном комбинате. Суперская молочка вологодская. Достояние республики, гордость вологодской земли, вологодское масло. Пожалуйста, медаль Верещагина. Что это именно то самое масло. Вот еще сувенирное подарочное. Масло то же самое, что и хочу. Цукат вологодская шишка с всяческим. Для меня здесь самое ценное – это морожковое варенье. Еще и внимание на эти хрустики, сухарики из яблок и на яблочный сыр. Это точно удивит любого, кому вы хотите его подарить. Кстати, еще по мясной продукции. Набор мясо лоси, индейка, утка. Шикарный подарок. Я всегда вологодские сосиски покупаю. Не простят меня любители какие-то. Такое правило в кафе всегда приносят обугленный хлеб с вологодским маслом. Это же вологодское масло? Да.
Мы его закупаем, но взбиваем сами. Взбитое вологодское масло с крупной солью. Можно только их все время есть. Соль сверху четверговая. Четверговое? Да, А что это значит? четверговая соль готовится перед маслом. А расскажите, Она- сядьте сюда, расскажите. Очень не Да нравится. не бойтесь, рассказывайте, Ирина. Смысл четверговой соли в том, что она обжаривается с ржаной мукой, и получается она наполнена минералами дополнительными. Чем обычной солью не считается очень полезной, и в том числе она считается немножечко магической, в том плане, что Магической даже. да, конечно, Вы знаете, в чем болезнь магия? всего. С болезнями Вот да всё. ладно. И с вкусом тоже все понятно. Она полезна тем, что если вы будете есть хлеб с таким маслом, вы вес не будете набирать. В этом ее магия. Хорошо Да? придумали. А это одно из другого вытекает. Возможно. Приятного аппетита. Так что, друзья, ваше здоровье. Пью конопляный чай. Это точно конопляный. Ждем кашу из полбы. Полба считается черной икрой Вологодчины, да? И еще будут знаменитые, ну для меня уже знаменитые сырники с моченой облепихой и с вареньем из ревеня. Так, друзья, я загадываю желание, потому что я первый раз пробую молочную кашу из полбы. Выглядит аппетитно. Прям моя структура каши. И подают они ее с облепихой моченой, с яблоком, с морожкой, вкусникой и шишечкой еловой. И много сливочного вологодского масла. Это очень мило, и это прям такой завтрак заряжает тебя оптимизмом и желанием что-то совершить. Морожка — это отдельное достояние северных мест. Вот из-за этих вещей хочется возвращаться снова и снова. Хотя в Вологде очень много всего интересного. Мне кажется, одно название кафе родное, оно у нас еще и говорит, что родная каша, родная обстановка, родная атмосфера. Когда все идет через любовь, и люди делают все с любовью. В любом деле, неважно. Продажи, услуги, отношения. Это все имеет, это все обречено на радость и успех. Такой завтрак — это и ЗОЖ, большое удовольствие. Ваше здоровье. Конечно же, идеальное сопровождение любого завтрака или обеда или ужина — это десерт. Вот десерт в виде сырников — это... Они, конечно, разные бывают. Здесь они невероятно восхитительные. И вот эта комбинация моченая облепиха, ревень, варенье из ревеня, декором идет брусника, вологодская сметана. Я уже не первый раз ем. Всегда заказываю. Друзья, если у вас есть кусочек земельки, обязательно туда кусков ревня возьмите. Компоты. Просто похрустеть, когда еще ничто не поспело, уже есть стебли с этими лопушистыми листьями. Я все-таки это доем. Вы спросите, куда в нее сколько лезет? Так и потому что не в коня корм.